Моим самым главным мотиватором является моя мама. Это мотиватор, это тот человек, который стимулирует, который всегда поддержит, и мой самый главный советчик, я так считаю. До этого был папа, но папа вот, к сожалению, из-за печальных событий с ковидом в 2020 году он покинул нас. Ну вот представьте себе, да, папа работал на очень сложной работе, он работал в Министерстве внутренних дел, работа тяжелая, да, приходит в 12, в 11, а мне в университете, например, дали очень много читать литературы. На политологии много надо читать. И просто говоришь: папа, мне надо прочитать. Он садился и читал, и помимо этого разбирал вместе со мной прочитанные статьи, вещи. Мы даже, когда вот, помню, вместе смотрели футбол, он рассказывал, вот он так, но он сначала головой обработал, потом коленом обработал, понимаешь, этот мяч. Он его приподнял, потом пяткой его вот в ворота. Вот помните, когда, скажем, Германия, Аргентина, чемпионат мира в финале, да? Да. Марио Гёце забивает крутой гол, да? Да. И вот он реально описывал те же самые фильмы, как кто, куда, как выстрелил. Тогда мне казалось, что это все естественно. Понимаете? Мне казалось, что ну почему бы ему не объяснить? Это же естественно. Но когда теряешь, ты начинаешь задумываться, а ведь на самом деле вот, подумать, а ведь ему тоже хотелось отдыхать после работы, посмотреть просто молча футбол, просто молча фильм. Но когда появлялся я, он об этом всем забывал, что у него есть такое желание или то, что ему нужно отдыхать. Корректно, очень, мне кажется, мои родители очень правильно относились. И родители всегда хотели, чтобы я вылечился. Это понятно, наверное, да, нормальное явление. И мы очень часто лежали в больнице. И вот в Москве как-то, клиника Гельмингольц есть такая в Москве. Когда мы лежали, мне тогда было 2 года, мама познакомилась с одной женщиной, гораздо старше, чем она, у которой сын преподает в консерватории. И мама говорит: слушай, а как вы так и воспитали вашего сына, что он может преподавать в консерватории, будучи совсем незрячим, в Москве? И та женщина моей маме дала совет, который моя мама, наверное, никогда не забывала. Эта женщина сказала: все, что ты видишь, все, что он у тебя будет спрашивать, если ты даже устаешь, ты должна рассказывать. И вот она все время рассказывала, и также папа все время рассказывал, давал пощупать. То есть они очень интенсивно работали над развитием моим. Как правильно говорить, инвалиды или люди с ограниченными возможностями? У нас долгое время шла дискуссия, как же называть людей с инвалидностью, да? То называли люди с ограниченными возможностями. Кстати, вчера была парламентская комиссия, я сказал, что это дискриминационный термин. Вы сразу уже ставите печать, что он ограничен. Они согласились со мной. И в 2020 году по инициативе Ассоциации инвалидов Узбекистана мы были даже авторами первоначального варианта закона о правах инвалидов. И уже поставлена точка в дискуссию, как же все-таки называть. Согласно законодательству у нас называются лица с инвалидностью. Очень много стереотипов касаются того, что человек с инвалидностью нуждается в помощи только лишь, что мы ему всегда должны помогать, что мы должны его чем-то угощать и тому подобное. Да? На самом деле, тем самым человек с инвалидностью это немножко, так скажем, унижает. В плане того, что истории такие, да, заходят в школу 3-4 парня, обычно в пятницу, да, джума намаз, и вот до джума намаза решают сделать хороший поступок, что похвально, по сути. Ну, они заходят и сидят ученики школы для незрячих детей, например, раскидывают по 3-4 конфеты и говорят: «Дох поясаля», то есть помолитесь за нас и выходят. Естественно, учеников это очень сильно коробит. Они говорят: ну,
Но мы же мы же не такие, мы же в этом не нуждаемся. Зачем они так делают? Зачем они унижают нас таким образом, что мы ждем от кого-то конфет или еще что-то в этом роде? Да? Казалось бы, эти люди хотят сделать что-то хорошее, доброе, что похвально, да? Сам умысел сделать хороший поступок. Это выглядит как подачка. Это выглядит как подачка. Можно ли сказать, что женщинам с инвалидностью сложнее, чем мужчинам? Да. Гендерное неравенство, оно везде имеет место быть. У женщин с инвалидностью те же проблемы, что у обычных женщин, только умноженные вот через призму инвалидности. Опять же, мы здесь коснемся этой темы исследований. Никакого исследования нигде не проводится, хотя международная статистика говорит о том, что девушки, женщины с инвалидностью чаще подвергаются насилию, чем обычные женщины, в 13 раз. Совсем недавно у меня хорошая знакомая, врач, она рассказывает, что она с каким-то родственником была в 16-й, инфаркт был у человека. А там негде было сидеть в их отделении. Она спустилась, а там гинекологическое отделение, и сидит в колясочке девочка. Красивая, красивая. И я, говорит, ей улыбаюсь, и она мне улыбается. Ну, улыбались друг другу. Потом вышел врач, подруга говорит: слушайте, доктор, коллега, а что здесь делает этот человечек? Этому человечку, говорит, 13 лет, у нее беременность 6 месяцев. Я, говорит, не знаю, что делать. Я не знаю, что делать. Просто сейчас вот это семейное насилие, оно мало того, что вот они нам не дают на учебу девчонок. Вот так вот в доме происходит. Особенно этому подвержены с умственной отсталостью, конечно, которые защитить себя не могут никуда пожаловаться. Они и не знают, что это такое вообще. И сейчас вот совместно с UNFPA мы начинаем исследования вот этой теме посвященные. Понимаете, нигде статистики, опять же, нету. Нигде в органах МВД нету из тех, кто потерпел, кто стал жертвами насилия, нету той статистики, что эта женщина инвалид или не инвалид. Даже в этом случае никто нигде об этом не пишет. Это я не знаю, когда-нибудь мы от этого избавимся или нет. По шкале Всемирной организации здравоохранения в любой, даже самой развитой стране, от 10 до 15% составляют граждане с инвалидностью. В мире на сегодняшний день 1 миллиард 400 миллионов инвалидов. 1 миллиард 400 из 7 миллиардов. Это приличное количество. Приличная армия. И она будет увеличиться. Она будет тенденция к увеличению. Почему? Потому что сейчас сидячая работа. Сейчас все сидят за компьютерами. Очень идет большая тенденция к потере зрения. Инвалидность по зрению вырастает большими темпами. Вы знаете, сказать точную цифру, я думаю, не возьмется никто, потому что никто же не проводит никаких исследований по нам. Даже в перепись населения решили не включать вопросы по инвалидам. Серьезно? Да. Несмотря на то, что вот наша ассоциация обращались в различные инстанции, но мы решили не включать вопрос по инвалидности и сказать точное число инвалидов, которые у нас есть в республике, невозможно. То говорили 800 тысяч, потом 700, потом... У кого-то 1,5 миллиона. Недавно я это услыхала число. Но, вы знаете, вот нам нужно было набрать группу учащихся, и мы обращались в махалинские комитеты. Ведь кто, как не они, знают лучше своих людей, кто вот живет рядом, они же из своей соседи. И мы просили, чтобы нам дали списки людей с инвалидностью, с телефонами, адресами, чтобы мы могли подойти и пообщаться, пригласить их на занятия. Ну, так получилось, что кто-то нам дали вот по нулям
список. Вот нет, 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 нет. Вообще нет. Слушай, неужели настолько все плохо с восприятием? Да, к сожалению, да. Недавно меня включили, вот эта группа создана, Етакчи Айоллар, женщины-лидеры. Я там выступала. Это хорошая вообще платформа, где можно заявить о себе, о нас и свои проблемы выдать. Обещали помочь. И при мне областной замхакима женщина звонила нашей такой же своей коллеге. Но она до сих пор ничего не сделала. Либо опять придется в областной хакимият обращаться, либо все-таки к ней идти на поклон, на прием, чтобы помогли нам найти людей с инвалидностью. Сейчас в последнее время я хотел бы отметить особо, что в последние 5 лет произошли такие тектонические изменения в сфере защиты прав лиц с инвалидностью. И это оказывается тем, во-первых, что закон о правах лиц с инвалидностью был именно разработан Ассоциацией инвалидов Узбекистана, первоначальный проект. И мы предложили правительству, президенту, чтобы этот закон был принят. Нас услышали, нас услышали. В финальной версии этого закона 60% осталась та редакция, которую предложила Ассоциация инвалидов. Я считаю, это успех. И второе, то, что Узбекистан ратифицировал Конвенцию о правах инвалидов. Такая же дискуссия была, кстати, и про конвенцию. Зачем делать Конвенцию о правах лиц с инвалидностью, создавать, то есть, когда есть Декларация о правах человека, когда есть очень много международных документов о правах человека. И тогда вот тот же самый был ответ, что конвенция не создает новых прав. Она просто показывает правительству, что нужно сделать для того, чтобы эти права лица с инвалидностью могли реализовать. То есть создать инклюзивное общество. Я вот, кстати, вчера тоже в парламенте говорил, когда мы говорим об инклюзивности, это не означает только лица с инвалидностью. Инклюзивность – это равные возможности для всех граждан. Для всех граждан. Я привел пример. Есть студент из малообеспеченной семьи, который поступил в институт и не может оплатить контракт. И тогда государство, чтобы создать равные возможности, дает ему, допустим, беспроцентный кредит с погашением тогда, когда он начнет работать. Вот мы создали равные возможности ему. Это инклюзивность. То есть инклюзивность это относится ко всем. Это первый момент. А второй момент, ведь никто не застрахован от инвалидности. В любой момент, а по достижению преклонного возраста, тем более, человек может столкнуться с проблемой инвалидности. И тем более вот после ковида, да, вот ковид страшен чем? Что он именно поражает слабые участки организма, которые могут привести к инвалидности. Я слышал такую теорию, что после какого-то возраста очень большой процент инвалидов после 60. Да, возрастает риск столкнуться с инвалидностью. Но это как машина. Машина тоже после 5 лет начинает барахлить то мотор, то это. То же самое человеческий организм. Он изнашивается, а износ приводит к тому, что перестает нормально работать, к примеру, почки или печень, или сердце. И это приводит к инвалидности. Есть ли статистика какая-нибудь? Сколько сейчас в республике вообще инвалидов? Очень сложный вопрос. Дело в том, что у нас нет нормальной статистики по инвалидности. У разных министерств и ведомств различные цифры. А определенной цифры, которой вы придерживались все госорганы, такой цифры нету. И поэтому я озвучу только цифру, которую дает Государственный комитет по статистике, это 870 тысяч. А вот президент говорит около миллиона. А, допустим, агентство по развитию медико-социальных услуг, по их данным, 750 тысяч. У Минздрава вообще где-то 500-600 тысяч. С чем связана такая разница? Это прежде всего связано с тем, что у нас отсутствует отдельное министерство, которое бы занималось социальной защитой. И это нонсенс. Во всех государствах это министерство есть. У нас тоже это министерство было до 2000 года. После 2000 года вопросы социальной защиты были переданы Министерству труда. Но где Министерство труда и социальная защита? Для них это как нагрузка.
А в 2012 году передали Министерству здравоохранения. Тоже не самому лучшему. Тоже у них своих проблем полно. А теперь этими вопросами практически никто не занимается. Вообще-то вот так, если взглянуть, то 12 министерств, у каждого министерства есть компонент по вопросу защиты лиц с инвалидностью, но это означает, что никто не занимается. Когда занимаются все, не занимается никто. Да. Поэтому мы тоже вот продвигаем идею, чтобы все-таки восстановили Министерство социальной защиты. Это было бы справедливо. И это очень актуально, потому что мы ратифицировали вот конвенцию, как я уже сказал, о правах инвалидов. На следующий год наше государство будет делать первый отчет, что сделано по реализации конвенции. Наше общество, мы давно работаем уже, и у нас было такое время, в республике было такое время, когда нас пытались закрыть неоднократно, потому что мы получали гранты от фонда Сороса. Но объяснять, что мы учили на эти деньги наших девочек навыкам шить игрушки, зарабатывать как-то, делать конфеты дома, ничего другого. Это все бесполезно было, все равно нас пытались закрыть. Но говорила, закрывайте, если найдете за что. Я не буду сама закрываться. Ну и таким образом мы выжили. И даже вот выжили во время карантина, когда очень тяжелое время было. И нам помог фонд народонаселения, UNFPA сокращенно. Это одна из структур ООН в республике. Они нам большой проект, ну, на наш взгляд, большой проект, который заключался в предоставлении продуктовой помощи, интернета и в погашении больших долгов по коммунальным задолженностям. Почему этим занимаются странные фонды? Наши не у нас один фонд всего существует при Али-Маджлисе. Мы долго с ним отказывались работать после того, как на меня директор накричал и сказал: вы набираете родственников и платите всем зарплату, а я вообще живу одна. Я говорю, ну, у меня координатор проекта казах, у меня бухгалтер каракалпачка и 2 тренера узбечки, прекрасные тренеры. Потому что у нас только узбекоговорящие члены общества. Больше я с ними не работала, но вот какое-то время совсем не на что жить. Мы несколько лет сидели без зарплаты. Мы опять к ним обратились. Несколько лет? Да, 3 года мы без зарплаты были. Учитывая, что сами в проблеме, люди с инвалидностью, и одна вот координатор проектов Гульфия, у нее дочка с инвалидностью. Парализованная уже 27 лет. Тяжело. Без денег тяжело, конечно. Можно вкратце про конвенцию? Что там за положение? На мой взгляд, в конвенции самой вот красной нитью проходит переход от медицинской модели к социально-правовой модели. При медицинской модели решения проблем инвалидности на человека с инвалидностью смотрели как на пациента. Считалось, что его надо подлечить. Если невозможно подлечить, то обеспечить реабилитационными средствами, там, костылями, колясками, слуховыми аппаратами, чтобы его интегрировать в общество, в общественную жизнь. При социально-правовой модели на человека с инвалидностью смотрят как именно на гражданина, обладающими правами и обязанностями. И общество приспосабливается к лицу с инвалидностью, а не лицо с инвалидностью к обществу. Сейчас у нас превалирует первая модель. Да, у нас превалирует медицинская модель, к сожалению. Но мы постепенно, вот раз мы ратифицировали конвенцию, ратификация означает, что государство взяло на себя обязательства по выполнению этой конвенции. И мы должны, хотим или не хотим, уже потихонечку, постепенно переходить с медицинской модели к социально-правовой модели. Готово наше государство переходить? Там же наверняка есть создание безбарьерной среды и так далее, и так далее. Это все деньги, это все время. Вот второе, то, что в конвенции красной нитью проходит, это создание безбарьерной среды, потому что если общество не создаст безбарьерную среду, то человек с инвалидностью не сможет реализовать ни одно свое право.
Но если он живет на 4-м этаже и не сможет выехать просто на улицу, чтобы реализовать свое право на труд, к примеру, или на образование. Есть такие люди, которые не выходят, да? У нас в Ташкенте проживает 70 тысяч лиц с инвалидностью, и 40 тысяч лиц с инвалидностью сидят дома. Они сидят потому, что не создана безбарьерная среда. То есть мы, получается, образно говоря, без приговора суда приговорили их к домашнему аресту. Я даже встречал человека с инвалидностью, которому было где-то 60-65 лет, и вот он говорил, что 30 лет он не выходит из дома. 30 лет? 30 лет, потому что он живет на 4-м этаже. Много, да, людей с инвалидностью, которые годами не выходят из дома. Потому что, ну как это сделать? Мне иногда звонит один, говорит: слушай, сегодня такое событие произошло, грандиозное. Да, что произошло? Я сегодня сходил в магазин. Представляете? Вот для вас, например, сходить в магазин — это само собой разумеющаяся вещь, обычная история. Безбарьерная среда. Насколько все плохо, как вы думаете? Но вот недавно Всемирный банк посчитал и вывел такую цифру, что у нас 85% инфраструктуры, зданий, сооружений не приспособлены для лиц с инвалидностью. 85. 8 из 10. 85. Но я думаю, это даже заниженная цифра. По моим подсчетам, это все 95. Ну да, если мы говорим элементарно про уборные. И потом вот эта безбарьерная среда, она относится же не только к лицам с инвалидностью. Есть такое понятие, что все, что удобно для лиц с инвалидностью, удобно для всех. В том числе и для пожилых людей. Конечно. И для детских колясок. Да и вообще для всех. Это удобство. А здесь проблема вот безбарьерной среды, я считаю, это с самого начала проблема архитектуры. Потому что архитекторы не знают стандарты доступной безбарьерной среды. Они эти стандарты не включают в строительные чертежи. Вот откуда проблема начинается. Меня всегда интересует, Айбек, вот люди строят, да? Ну как ты можешь строить под таким углом пандусы? Ну, то есть, как бы просто же есть логика какая-то. Ну, как это возможно? Все, мне кажется, переходы в метро, с ними нереально на коляске. Въезды в здание практически все, аптеки, там просто нереальный угол. То есть, ты когда строишь, ты же должен понимать, что это просто не жизнеспособная модель сама по себе. В чем проблема? Проблема опять вот, мы возвращаемся к медицинской модели. Когда лиц с инвалидностью не учитывают как граждан. Барьеры, они разные. Есть физические барьеры, да? Пандус, лифт, туда-сюда. А есть отношенческие барьеры. Это психология общества, это стереотипы, это обычаи и так далее. Вот этот барьер намного сложнее, чем физический барьер. Мы практически не видим лиц с инвалидностью на улицах. Мы не видим, потому что у нас нет безбарьерной среды. И физической, и ментальной. Да. А вот отношенческим барьером, да, это мы хотели бы, чтобы вот помогло именно освещение этих проблем в средствах массовой информации. В областях какая ситуация? Еще хуже. Там и дорог-то нету. Вот чтобы человек, который родился, допустим, в кишлаке, там, Ферганской области, он даже из своего кишлака в школу не сможет пойти, потому что там даже дороги не зацементированы. О чем уже там говорить-то уже ни о чем. Там проблема еще сложнее. Если мы в Ташкенте. И обратите внимание, вот 25%, где говорит Всемирный банк, что есть доступная физическая среда, вот 90% из них это здания, которые построили иностранные инвесторы. Это гостиницы, это бизнес-центры. И именно вот иностранцы соблюдают, потому что это у них уже в голове сидит. Не то, что в законе, а уже в голове сидит, что это такой же гражданин, как я, он такой же налогоплательщик. Почему я должен его обделять? И это дискриминация по признаку инвалидности. Передвижение по городу. Насколько вам сложно? Спрашиваю не просто потому, что вам сложно как незрячим, а вообще насколько наша инфраструктура к этому расположена? Я не знаю, как это вот выразить в процентах, в цифрах, но большая часть инфраструктуры, конечно, желает оставлять лучшего, да? Вот обратите внимание, каждый перекресток, почти каждый перекресток заканчивается или начинается арыком. Да. Вот зачем он там?
Когда незрячий человек переходит дорогу, он задумывается не о том, что иногда про машину, а он задумывается о том, вот когда же начнется этот арык, когда же я смогу посмотреть его и суметь перешагнуть. Потому что арыки у нас тоже нестандартные. Где-то вниз идет, да, когда шагаешь, где-то там наверх идет. И, наверное, я не ошибусь, но почти все незрячие, скорее всего, падали в арык. Или открытый арык. Вот здесь вот говорит арык. А зачем он здесь? Ну, вот так вот. А мне говорят, ну, Абдуллакет, почему вы против арыков говорите? Это же, чтобы вода стекала. Это. Я говорю, знаешь, в Европе вот таких открытых арыков нету. И самое интересное, там нет и наводнений при больших ливнях. Значит, можно делать? У нас арыки-то по большей части вряд ли там водой заполнены на самом деле. Я не знаю, вы замечали это, нет, но там мусор в основном плавает. Одна прикольная история. Я шел на одно день рождения. Почему-то так получилось, что один дорогу переходил. И вот упал в один из вонючих этих арыков, которые вы говорите. И вот что делать? Почти дошел, понимаете? Возвращаться? Я не возвратился. Я человек немного без комплексов, да? Я не возвратился, я пошел на это день рождения. Сидим на этом день рождения. Кто-то говорит, что-то пахнет, да, болотом. Что-то какой-то запах. Ну, да, действительно, ребята, я тоже не понимаю, откуда это. Ну, что делать? Просто сказать, я возвращаюсь, не получится. Очень часто инфраструктура, ну, дороги очень сложные. Очень сложно отношение иногда людей в том плане, что вот просто оставляют машину где-то. Ты вот подходишь, и бум, об эту машину. Хотя ее там не должно быть. Да, где там ее не должно быть. Ну, что он поставил ее туда? Или же, например, открывают люки, ну, наверное, те, кто чинит, а потом думают, я же завтра тоже сюда вернусь, буду продолжать чинить этот люк. И просто не закрывает эти люки. Плюс остановки не приспособлены совершенно. Потому что очень часто, иногда очень тяжело определить, где она начинается. Особенно непонятно, почему вот иногда идешь, разговариваешь с кем-то, да, и почему-то по дороге лестница. Дюк. Дух захватывает. Откуда она появилась? Почему? Да. Почему она здесь стоит? Всегда боремся с тем, чтобы автобусы объявляли остановку. Вот когда мне говорят, что безбарьерная среда – это дорогая вещь, я говорю, ну, ребят, объявлять остановки – это дорого? Вот сколько нужно денег, чтобы объявляли остановку? Помните, в советское время, я не знаю, Кирилл, вы какого года? Я не застал. Не застали, да? И вот в советское время, когда у нас мама привозила, отвозила в садик, объявляли там, товарищи, следующая остановка Пионерская. Но сейчас только в метро объявляют, судя по всему. Сейчас только в метро. Мы обращались в Ташгортранс тоже. Они сказали, все, Акеля, мы за этим проследим. Но до сих пор вот эта проблема о том, что не объявляют все-таки остановки, она существует. Ну, почему бы не объявлять? Это ладно, молодые люди, незрячие, они приспособились к мобильным телефонам, GPS где-то, да, там срабатывает. Но сколько пожилых людей с инвалидностью по зрению? И очень часто проезжают остановку, и мы сами проезжаем. Мне кажется, это многого и не стоит сделать, просто объявлять остановки. Но я уже не буду говорить про пандусы, наверное, это такая заезженная, остро актуальная тема. Тактильные дороги, это тоже у нас вот поставили тактильные дороги в некоторых. На некоторых улицах, которые ведут. Да, вот, по-моему, где Вестминстерский университет, да, есть? Ну, мне так сказали. Я по ней еще не прошелся. Мне сказали о том, что одна тактильная дорога прям ведет к дереву. Да. Есть такое, Было да? такое, да. И есть. Ведет к дереву. То есть вот человек незрячий идет по тактильной дороге, он, для того, чтобы, наверное, стукнуться об дерево. До конца не понимают, для чего нужны эти тактильные дороги. Куча всяких барьеров, куча всяких проблем. Но, вы знаете, надо и немножко о положительном все-таки, да? Вот у нас хорошие люди в том плане, что когда я выхожу из дома, еду в университет, например, да, я доезжаю на Яндексе до метро, и с метро дальше еду. Очень редко, когда я доходил один. Всегда кто-то подойдет, поможет, проведет, хотя он или она, мы не знакомы, мы не общались, да, никогда, может быть, этот человек идет вообще в другую сторону. Но
вот из 100%, 97-96%, наверное, я всегда с кем-то. Зачастую иногда с совершенно незнакомыми людьми. Хочу сказать, что вот есть такая хорошая черта, доброта. Просто люди говорят, ну идемте, пойдем вместе. Это очень импонирует в Узбекистане. Я ни с кем не договариваюсь, когда еду куда-то, потому что я знаю, что с кого-то я встречу. А вот всякие поводыри и собаки у нас как-то используются для незрячих? Это рабочий инструмент в Ташкенте, в Узбекистане? Думаю, что нет. В Казахстане они готовятся, в России они готовятся, да? И вот была такая дискуссия в Российской Федерации, зачем вы столько денег тратите на поводыря собаку, если вы можете нанять сопровождающего и обучить человека. И безработица сократится, и что-то в этом роде. И вот это незрячие очень правильно ответили, ведь мы пытаемся быть независимыми от людей. Быть зависимыми от собак оказывается более эффективнее, да? И мы пытаемся быть независимыми от людей. И, ну, как говорил Сократ, чем больше я узнаю людей, чем больше начинаю уважать собак, да? Ну, да. Такая прикольная цитата. Что касается нас, ну, приемлемо ли у нас поводыри? Один незрячий каким-то образом привез себе из Казахстана поводыря. Ему дали, подготовили, он там пожил. Такой лабрадор. Обычно поводыри все-таки лабрадоры, да? Или золотистые ретриверы. Ну, обычно все-таки лабрадоры. И он говорит, слушай, я, говорит, столько денег заплатил, и ничего не могу с ним сделать. Я говорю, ну почему? Он говорит, вот я вот хожу в магазин с собакой-поводырем, мне говорит, кучугиналь, за хлебом хожу, бери собаку, туда-сюда. Получается, что кроме того, как прогуляться в своей махале с собакой-поводырем, я реально никуда не смогу пойти. А он больше $2000 потратил на вот этого собаку-поводыря. Ну, мужик достаточно пожилой уже. Но это история, которую я с ним беседовал, это 6-7 лет назад. Ну, я думаю, что это не сильно изменилось. Ну, вы можете представить себе, что если я, например, с собакой-поводырем зайду в метро, или в общественный транспорт, или в продуктовый магазин с собакой. Барьеры в голове пока. Пока, да, барьеры в голове, и, мне кажется, не поймут. Вот как рабочий инструмент для незрячего человека, к сожалению, мне кажется, вот это мои наблюдения и наблюдения этого человека, собака-поводырь пока не приживется. Потому что незрячий же хочет не только по махале погулять, да? Он хочет за хлебом сходить, он хочет там лимонад попить, в конце концов, да? Вот, ну, не приживается. Какое участие государство конкретно принимает в жизни людей с инвалидностью? Есть ли какие-то льготы, финансовая поддержка? Государство играет решающую роль. Без государства лицам с инвалидностью вообще выжить было бы тяжело. Потому что именно государство обеспечивает лиц с инвалидностью минимальными потребностями в виде пенсии, пособий, в виде льгот на санаторно-курортное лечение, в виде льгот на реабилитационные средства и так далее. Государство огромнейшую роль играет. Насколько государственная помощь адекватна, насколько она реально помогает? Конечно, помощь недостаточно. Недостаточно почему? Потому что вот 5000 потребностей в колясках ежегодно. Государство может закупить только 2000. Может? Да, ну не хватает средств у него. Или они так считают, что не хватает. На самом деле хватают. Но наши чиновники, вот это агентство медико-социальных услуг, там другие, которые занимаются лицами с инвалидностью, они дают цифры такие маленькие для государства, чтобы государство обеспечивало. Я не думаю, что на 5000 колясок не хватит денег у государства. Я думаю, должно хватить. Или взять пенсии, да? Ну, допустим, можно ли прожить на 500 000? Пенсия 500 000? Средняя пенсия. Вот я, допустим, инвалид первой группы, я получаю 800 000. Ну, на 800 000, ладно, можно прожить, что ли? Я думаю, что это не деньги, и это надо повышать. И вообще мы предлагали, чтобы повышение пенсии было приравнено к инфляции. Тогда хоть мы что-то будем поддерживать. А то каждое повышение мы уже боимся.
Потому что пенсия повышается на 10%, мясо повышается на 15%. Потому что повышение мяса приравнено к инфляции, а повышение пенсии приравнено, даже не знаю, к чему оно приравнено, но к минимальной оплате труда, которая должно было бы быть приравнено к минимальному прожиточному минимуму потребительской корзины, и которая не приравнена до сих пор. Это нарушение Конституции, кстати. 30 лет. В Конституции написано, что пенсии и пособия должны быть приравнены к минимальному прожиточному минимуму, которого нету. За 30 лет нету. Президент предлагал в 2016 году, чтобы приняли закон о минимальном прожиточном минимуме и разработали минимальную потребительскую корзину. До сих пор не разработали. И вообще у меня такое впечатление, что самый большой враг для лиц с инвалидностью – это Минфин. Потому что он все время экономит именно на инвалидах. Вот когда надо выделить миллиарды на строительство какого-то там комплекса, пожалуйста. Миллиарды выделяют на ремонт и реконструкцию одного и того же здания. Ну, допустим, реабилитационный центр для лиц с инвалидностью. Каждые 3 года миллиарды выделяют, чтобы его ремонтировали. Спрашивается, а где предыдущий ремонт-то? А нет, чтобы эти миллиарды выделить на пенсии и пособия лиц с инвалидностью. Поэтому я считаю, вот экономить на лиц с инвалидностью, это вообще аморально, я считаю. Раньше лица с инвалидностью имели льготы, они не платили за общественный транспорт. Вот метро. Сейчас этого нет? Это давно Минфин отменил. Это было еще отменено 20 лет тому назад. Ну, спрашивается, и так лица с инвалидностью на улицу не выходят, так ты еще у них и эту льготу отнял. Оставили только для незрячих. И для чернобыльцев, которые практически уже их 0,001%. И, как всегда, для участников Великой Отечественной войны, которых уже вообще нету. А если есть, он даже в метро не попадет. Ну зачем отменять? Во всем мире лица с инвалидностью бесплатно ездят на общественном транспорте, городском. Кроме такси, естественно. Вы сказали про работу агентства. Почему 2000 вместо 5000 получается колясок? Ну, они говорят, что у них нету средств таких, чтобы закупать на 5000. И там вообще, знаете, вот тендер проводится по закупке колясок, костылей, там, протезов и так далее. В тендере обычно участвуют, вот я вам пример один приведу. Государство выделяет на закупку одной коляски $500. Во время тендеров медико-социальное агентство медико-социальных услуг на эти деньги покупает 2 коляски. Количество увеличивает, но качество-то. И это фирме однодневки. После тендера этих фирм не найдешь. Эти коляски ломаются через 3-4 месяца. У этих фирм нету сервисного обслуживания. Если поломалось, куда пойти? К той фирме, которая выиграла тендер? Нету этих фирм. Все. Мы предлагаем изменить эту коррупционную систему. Я считаю, это коррупционная система. Потому что никому неизвестные фирмы, у которых нет сервисного обслуживания и которые исчезают через какое-то время после тендера. Мы предлагаем как? Вот эти $500, раз государство выделило человеку с инвалидностью, дайте ему ваучер на $500. И пусть он сам выберет коляску и производителя. Чтобы он сам имел право выбора, а не те чиновники, которые закупают. И потом эти чиновники же не пользуются колясками. Откуда они знают о качестве и какая нужна коляска для человека? В этих тендерах не участвуют в качестве наблюдателей общественной организации инвалидов. Мы хотя бы могли бы сказать, что вот это у него не надо покупать, у него некачественное. И вообще его не найдешь завтра. Производство технических средств, здесь отдельная сложная тема на самом деле. То, что производят многие люди с инвалидностью, до сих пор предпочитают пользоваться зарубежными аналогами, например, теми же колясками или тростями, или же другими протезами, да, вот ты спрашиваешь у них, ну что там, как наш протез там сделали, но они говорят, ну, Балакен, невозможно им пользоваться. А все почему? Потому что сами люди с инвалидностью
не вовлечены в процессы производства этих вещей. А государство должно обеспечить и помочь в том плане, чтобы… Вот, ну для кого это делается, согласитесь? Ну, конечно, не для чиновника же здорового. Не для здорового чиновника. Люди сами с инвалидностью должны быть экспертами в этой продукции. Они должны сказать, вот, ребята, вот вы изобрели вот эту коляску для человека с инвалидностью, да? Вы сделали эту коляску, окей, но насколько она эффективна, насколько она правильна? Вот был просто случай, давно, правда, сделали коляску с пластмассовыми сиденьями. Активисты, которые пользуются коляской, задали вопрос, а вы сами пробовали на них сидеть? Там пластмассовые сиденья со скатом. Посиди там 16-17 часов на этих колясках, да? Она же со скатом. Ой, да, мы что-то не подумали. А сколько денег туда вбухали на производство этого всего? Мы очень сильно отстаем в плане производства технических средств. В плане научных разработок по предоставлению технических средств мы очень сильно отстаем. Расскажите про организацию, про свою, про ассоциацию инвалидов. Ассоциация инвалидов Узбекистана – это организация, которая объединяет общественные организации инвалидов. У нас где-то около 90 организаций с инвалидностью. Это, допустим, общество инвалидов, общество глухих, общество незрячих, общество женщин с инвалидностью, общество спортсменов-инвалидов, общество противораковых, общество у нас есть в Узбекистане, потом у нас есть общество лиц с инвалидностью маленького роста и так далее. Их очень много. И каждое общество занималось именно внутри своих проблем и не могло свои проблемы поднимать до лиц, принимающих решения. До людей, которые принимают решения. И возникла необходимость объединить наши усилия, чтобы у нас была организация, которая представляла интересы всех категорий инвалидов. Всех категорий. Вот Ассоциация инвалидов представляет интересы всех категорий инвалидов. Потому что мы объединяем общественные организации, которые выражают интересы различных категорий инвалидов. Ассоциация инвалидов Узбекистана имеет статус ЭКОСОС при экономическо-социальном комитете ООН в Нью-Йорке. Что такое статус ЭКОСОС? Это организация, которая дает рекомендации Организации Объединенных Наций, вот этому комитету по социальным вопросам. Это первое. Ассоциация инвалидов является членом Международной организации лиц с инвалидностью. И Ассоциация инвалидов имеет также такой статус, к которому прислушиваются госорганы. Вы непосредственно основатель ассоциации? Да. А как вы пришли к этому вообще? Чем вы занимаетесь раньше? Раньше я был председателем общества инвалидов. Возглавлял общество инвалидов, у нас не было ассоциации. И я по профессии сам юрист. Я закончил 2 института, один экономический в Рязани и юридический я закончил в Украине, в Харькове, юридическую академию. 11 лет я вот учился. Ну, такой интересный момент. Вы явный пример того, что, в принципе, скажем, инвалидность никак не помешала вам, мне кажется, в жизни. Да, понятно, что есть определенная сложность, но никак. Может быть, проблема все-таки в головах самих людей, когда они… Согласен. Маресеву тоже не помешало. Ну да. Без 2 ног водить самолет. Да, я считаю, что стереотипы, комплексы, как и у общественности по отношению к инвалидам, так же и у инвалидов по отношению к обществу. Я не знаю почему, но у меня не было никаких комплексов. Тогда вообще речь не шла ни о каких пандусах, ни об инклюзивности. Вообще. Как студенты относятся к вам? Я слышу, что очень хорошо, но я хочу услышать это. Я не знаю, наверное, у них надо спросить, но с моей стороны я никогда, ну, грубо будет, конечно, сказать, никогда и неправда. С моей стороны я не чувствовал по отношению к себе среди большинства студентов какого-то негатива. Всегда они стараются помочь, стараются понять мои потребности. Вот, например, когда я захожу, я говорю: ребят, я вас сейчас не знаю, поэтому, когда вы что-то будете говорить, я буду спрашивать ваши имена, чтобы я вас смог запомнить по голосу. А когда я вас уже запомню по голосу, уже этого делать не нужно. И ко всем таким вещам они относятся очень лояльно. Конечно, бывают такие моменты, я сам иногда удивляюсь. Бывает такой момент, например, девушка на 3-й парте, положите ваш телефон на парту. И все удивляются, откуда ты знаешь, что я на 3-й парте,
Да? И я с телефоном в руке. И я с телефоном в руках. Или вот недавно был случай, едят кириешки, а я вот запах кириешек почему-то не переношу. Не знаю почему. В аудитории это... Я такой, девушка, и называю их по именам, и говорю, может быть, вы поедите кириешки после? И как мне рассказывают потом мои коллеги, мои студенты иногда говорят моим другим коллегам уже на кафедре, слушай, наверное, все-таки Абдуллакя чуть-чуть видит. Откуда он знает о том, что именно я ела кириешку? Или именно я пользовалась телефоном? Или и тому подобное, да? И вот если вы спросите, откуда ты это знаешь, я, честно сказать, логически не смогу объяснить. Наверное, это от Аллаха, я не знаю. Какое-то чувство? Да, вот именно это чувство и приводит к тому, что ты говоришь о какой-то личности. Ты говоришь, слушай, там такой-то, например, хорош писать в Телеграм, кому ты пишешь? Он такой, говорит, извините, Абдуллакя, да, больше не повторится. То есть откуда это происходит, я не знаю, но это происходит. Я по специальности сурдопедагог. Я 20 лет проработала в школе глухих. И я учила глухих деток разговаривать нашей устной речью. Вот моя узкая специализация такая была. Я закончила пединститут наш с красным дипломом, что сейчас вообще нигде не важно, и никогда это не было важно. Мне тяжело было учиться. Я училась в больнице, в интернате. И 2 последних класса, 9 и 10, я заканчивала в нашей деревенской школе. Это 2 километра отсюда. Конечно, весело было туда ходить. Но я шла, потому что я очень хотела иметь образование. Вот я вам скажу, хотите верьте, хотите нет. Я лежала в детстве, на мне вот такой гипс был, распорка, потому что вывихи были. Вот здесь во дворе стояла кровать, и я лежала на ней. А здесь был какой-то праздник. И там все вот отмечали, веселились, песни пели. Я лежала и думала, почему вот я все там, а я здесь? Почему вот так вот? И я тогда пришла к выводу, так смешно говорить, может, 7-летний ребенок, меньше мне было гораздо лет. Я тогда подумала, что если я буду чем-то заниматься, то я буду этим заниматься только отлично. И чтобы быть с людьми, я должна все делать отлично. Такое вот я для себя вывела правило в детском возрасте, и я всегда старалась этому следовать. Когда у меня были каникулы между 9 и 10 классом, я пошла на курсы вождения. В Черчаке у нас такие курсы были. Мама стояла в дверях, я тебя никуда не пущу, ты девчонка, ты на костылях, куда ты идешь. Я вот буквально под ее руками прошла, что это мне надо. Мама, это мне надо. Я без этого не смогу каждый день ездить на учебу куда-то. И учеба тебе не нужна. Вот мама так, она меня жалела. А папа говорил, надо. И я закончила эти курсы, но я закончила их так рано, что мне права еще не дали даже. Начальник ДСААФа, я пришла к нему, плачу, говорю, вот, все на экзамен пошли, всем права дадут, почему меня не пустили? А он говорит, вот потому что плачешь. Вот когда плакать не будешь, тогда дадим. Ну и когда мне 18 лет исполнилось, я пришла, сдала экзамены успешно, мне дали права. Потом в институт поступать. Мама то же самое, никуда не пущу, ты можешь шить, ты можешь вязать, на машинке печатать. Все, сиди дома, никуда не надо. Я говорю, мама, вы с папой умрете, что я буду делать? Про что она думает? Вот. Ну, это пошла, поступила. Я даже когда пришла в пединститут поступать, я хотела на логопеду учиться. А когда пришла, там говорят, сурдопедагогика, вот документы сдавать.
Там очередь, я эту очередь выстояла, дошла до этой приемной. Там сурдопедагоги, я говорю, что это такое? Мне говорит, это глухих учить. Пойдешь? Я говорю, да, ну давай скорее сдавать документы. Вот сдала. И я очень хорошо училась, мне это нравилось. И с удовольствием потом работала. Но когда в республике началось движение, общественное движение инвалидов, я очень хотела для других людей с инвалидностью помочь им вот выбиться из этих лап, что ли, вот этой ментальности, этой тяжести. И когда нет примера перед глазами, тогда тяжело. А когда есть пример, уже думаешь, если этот человек так смог, что я-то не смогу. И тогда уже как-то веселее и легче. Я как-то была на заседании, пригласили нас в Институт изучения гражданского общества, это еще было при первом президенте. И нам сказали, критерии оценки, выработайте свои работы. Я сижу и ничего не вырабатываю, а все что-то пишут, с разных организаций были люди. Пишут, а я ничего не пишу. Модератор говорит, почему вы ничего не пишете? Я говорю, я не знаю, какие критерии оценки моей работы, какие индикаторы вам сказать. Вот такую работу делаем. Вот, говорю, сейчас на моем счету 54 человека, которых я вытолкнула из нищеты, из бедности, которые пошли и получили образование, которым я показала, где это можно сделать, кем ты можешь стать, как ты можешь свою жизнь украсить, как ты можешь стать человеком. Меня так все слушали, и дослушались до конца нашей встречи. И на том мы попрощались, обошлись без индикаторов. Поэтому вот я пошла в общественную организацию, чтобы помочь другим стать тоже людьми. Первый проект мы проводили по повышению правовой грамотности. И на нашем семинаре одна мама так плакала. Чего вы так плачете, Алим апа? У меня дочка, она все, она слепнет, она все, она не будет уже человеком. Сейчас ее дочка начальник облсеса, и она постепенно так росла. И на следующий вот проект мы ее пригласили, дочку, и у нас было такое задание, чем ты гордишься? И она с такой гордостью сказала, я горжусь, что я дочь казахского народа. Вот, знаете, когда человек может смело сказать свое мнение, вот это уже совсем другое, чем когда мама сидит и плачет. Все, конец света, дочь слепнет, дочь умирает. А потом у меня была одна знакомая, она переводчица с английского. И она говорит, Наташ, ну что вы не создадите общество женщин-инвалидов? Вот сейчас ко мне, говорит, приезжают гости из Швейцарии, они хотят пообщаться с женщинами-инвалидами. Я говорю, ну привозите к нам, они же не с организацией хотят пообщаться, а с женщинами. С человеком, да. Привозите. И они тоже тогда говорили, сейчас так много программ, которые поддерживают организации женщин с инвалидностью. Откройте такую организацию. Ну, мы открыли, недолго думая. Но нас очень долго не хотели регистрировать. Но на одном празднике я познакомилась с Сайорой Атахановной Хаджаевой. Она сейчас директор Института демократии и защиты прав. А тогда она была нашим замхакимом, но уже уходила. И вот она попала на наш праздник детей. И дала мне визиточку свою и говорит, если нужно будет, звоните. И вот нас не регистрируют и не регистрируют. А что говорят, какие препоны? О, ничего не говорят, еще говорить они будут. Это выше их достоинства говорить, что вы. И вот мне приснилось во сне, а для чего у тебя визитка Сайоры Атахановны? Я утром встала, набираю телефончик юстиции и говорю, а вы знаете, наша регистрация на контроле у Сайоры Атахановны. Завтра зарегистрируем. Они дальше уже ничего спрашивать не стали. Завтра зарегистрируем.
И завтра они нас зарегистрировали. Вот они так боялись этой женщины. Клоуны. Да, да, да. Как вы оказались на костылях? Мне было 2 годика. Была такая же эпидемия, как коронавирус, просто она называлась эпидемией полиомиелита. Она тоже проходит как грипп в течение 2 недель, а последствия остаются на всю жизнь. У меня родители были учителя, они были на работе. Папа химик, а мама преподавала родной язык. В семье у нас было 7, и есть 7 человек. И, естественно, за мной ухаживала бабушка. Вот летом, в такое же лето, она уложила в обед меня спать. Я только заснул, мне 2 годика. Приходит медсестра и говорит, я пришла сделать прививку. А бабушка говорит, ну что же вы, я только-только уложила его спать, опять укол будете делать? Она говорит, не укол, это просто 2 капли там под язычок я должна капнуть и все. Ну так оставьте мне, если это не укол, я сама могу ему это сделать, как только он проснется. А медсестра оставила вот этот бутылечек, а у себя в журнале сделала отметку, что прививка сделана. Ну, бабушка забыла сделать эту прививку, и вдруг через месяц-полтора вдруг ноги не стали держать. Родители побежали в поликлинику, смотрят, прививка сделана, значит, это не полиомиелит. Лечили от другого. В чем заключается последствия этой болезни? Это поражение сигнала мозга. Вот когда я сейчас сигнал даю рукой, рука работает. А вот я даю сигнал ноге, сигнал оборван вирусом. Он оборван. И сигнал не доходит команда не доходит до конечностей. И в 2 годика я вот стал человек с инвалидностью. О чем я не жалею, кстати. Это потому, что мне дало стимул ко многому. Кстати, интересный случай, что после этого как бы мои папа и мама посчитали, что они тоже имеют какую-то вину к этому случаю. И дали себе слово, что... Почему они посчитали себя виноватыми? Потому что они не медики и не обратили внимания, что нужно было все-таки проверить эту прививку, сделано, не сделано. И они решили, дали себе слово, у нас 7 человек в семье, что все они будут медиками. И действительно, все мои братья и сестры закончили медицинскую академию, они сейчас работают медиками. Единственный я вот юрист, а остальные у нас все медики. Это тоже положительный фактор того случая, я считаю. У меня было, наверное, предназначение быть адвокатом лиц с инвалидностью. Потому что вот я очень много разрабатываю и проектов, постановлений Кабинета министров. Я очень активно участвую в законотворческой деятельности. Вы же с президентом встречались, вы рассказывали. Да. Что это было за встреча? Это было 29 апреля. И 29 апреля было совещание, селекторное совещание, которое проводил президент и которое было посвящено социальной защите. И мне выпала честь выступить перед президентом. 10 минут мне дали время. 10 минут я выступил. Ну, во-первых, президент начал с чего? Он сказал, что если реформы не дойдут до обычного гражданина, то считайте, что мы ничего не делаем. И когда мне дали слово, я сказал, то, что я перед вами выступаю, это то, что реформы дошли и до нас. За 30 лет ни разу президент не встречался с руководителями общественных организаций инвалидов на республиканском уровне. Вот первый человек, как руководитель ассоциации инвалидов, как руководитель общественной организации инвалидов, который смог встретиться с президентом и иметь диалог с ним. И на самом деле там решились очень многие вопросы. Я поднял 4 проблемы, и из этих 4 проблем 3 были решены в этот же день в виде постановления. Не просто на словах, а постановления. И 4-я проблема, нельзя сказать, что ее не решили, просто ее чуть-чуть отложили по времени. Изменилось то, что нас стали слышать, нас стали слушать, с нами начали разговаривать. До этого нас никто не слушал, и никакого диалога общественных организаций инвалидов с государственными органами практически не было.
Вот последние 5 лет нас начали слышать. С нами начали разговаривать. Простому человеку с инвалидностью есть ли изменения? Да, вот я хотел привести пример изменений, о которых, кстати, вот были решены на этом селекторном совещании. Тоже повышение пенсии. Я сказал, вы каждый год повышаете пенсию. Спасибо. Но повышение пенсии не приводит к улучшению ситуации, а даже к ухудшению. Почему? Потому что пенсия повышается на 10%, я сейчас повторяюсь, а мясо повышается на 15%. То есть на минус 5 наша финансовая ситуация ухудшается. Предложение – увязать повышение пенсии с повышением инфляции. Принято сразу. Это и простого касается, это касается всех пенсий, не только инвалидов, а и по старости. Второй момент. У работающих лиц с инвалидностью не было возможности повысить свою пенсию, исходя из стажа работы, который он накопил, и размера заработной платы. Они никак не влияли на пенсию. Вот я на своем примере приведу. Да, у меня, я сказал, 800 тысяч пенсии. Но я всю жизнь работал на руководящих должностях, у меня была хорошая зарплата, но и у меня стаж 30 лет. Но этот стаж и мои зарплаты никак не влияют на мою пенсию. В пенсионном фонде мне говорят, мы сделаем перерасчет вашей пенсии с учетом вашего стажа и заработной платы, когда вы выйдете на пенсию, то есть в 60 лет. А пандемия нас чему научила? Многому научила, и еще одному факту научила. Лишь бы дожить до этой пенсии, до этого возраста. И почему вы меня лишаете? Президент это услышал. И он дал задание, чтобы не на следующий год, а с ноября этого года работающие лица с инвалидностью имели право каждые 2 года на перерасчет пенсии. Каждые 2 года. Это будет рабочий механизм? Вот с ноября. Я просил, дайте хотя бы шанс 5 лет один раз, чтобы работающий инвалид мог перерасчет сделать пенсии. Президент, огромное ему спасибо, каждые 2 года сказал. И это тоже вот для простого, обычного пенсионера касается. Третье, которое я уже сказал, это освободили лиц с инвалидностью, у которых явная инвалидность, от прохождения комиссии каждые 2 года. Это тоже результат. Третий самый большой результат. Ассоциация инвалидов все время поднимала вопрос о том, чтобы хоть что-то выплачивали матерям, которые воспитывают ребенка с инвалидностью. Вот смотрите, в 2019 году мы эту проблему подняли. Президент нас услышал и сказал, чтобы разработали постановление и выделили матерям, воспитывающим ребенка инвалидность, пособие. Вот это к моему слову, что Минфин самый главный враг. Что делает Минфин? Они вроде бы выполняют указания президента, выносят постановление. Матеря, которые воспитывают ребенка с инвалидностью, будут получать пособие, но по достижению пенсионного возраста. Это не издевательство. По достижению пенсионного возраста она и так будет получать пенсию минимальную. Манипуляция, понимаете? Интересные вещи говорите, конечно. Это манипуляция. Вот как бы выполнили, да, распоряжение президента, а на самом деле ничего не выполнили. Но, откровенно говоря, не такое уж большое количество таких людей в целом. Неужели государство... 113 тысяч. Дальше. Мы это сразу сообразили. Мы стали опять поднимать этот вопрос. В ноябре месяце у меня была встреча на одном семинаре с Зарат Махмудовной Мирзяевой. Я вот этот вопрос опять поднял. Благодаря ей. Она, наверное, донесла до президента вот эту ситуацию. В феврале выходит постановление президента, где уже четко написано: с 1 апреля матерям, воспитывающим ребенка по инвалидности, выплачивать 500 тысяч сумм в виде пособий. Они даже указали сумму, чтобы Минфин вместо 500 не сделал 100. Это, я считаю, большое достижение ассоциации.
для этих матерей. Да, это маленькая сумма, но хотя бы они начинают что-то получать. И вот про манипуляцию я вам тоже сказал. И таких манипуляций очень много. Когда издают какой-то проект постановления вроде бы для лиц с инвалидностью и вкладывают в этот проект статьи, положения, которые уже есть, а преподносят президенту как это новая статья. Вот вам еще один метод манипуляции. Слушайте, можно понять какой-то, ну, я, конечно, странные вещи говорю, можно понять какое-то казнократство, да, но когда так делают на самых уязвимых слоях населения, на, не знаю, на детях, на лицах с инвалидностью, я не знаю, на одиноких матерях, это же просто, ну... Вот это особенно формулировка «оказать помощь одиноким лицам с инвалидностью, участникам Великой Отечественной войны», потом запятая, и лицам с инвалидностью. Да? И потом, когда вы приходите в пенсионный фонд, а пенсионный фонд говорит: слушай, ты одинокий? Нет. Ты участник Великой Отечественной войны? Нет. Вот тебе это не касается. А президенту-то подносят, что это для всех. А внутренние инструкции, для чего они делают? Вы сейчас серьезно говорите об этом? А зачем мне шутить? Такими вещами не шутят. Я это говорю, потому что я юрист, я это понимаю, понимаете? А простой человек это не поймет. Вот эти манипуляции. Зачем вы сюда включаете вот категории людей, которых практически уже нету? Экономия? Вот, но с одной стороны, да, а с другой стороны показать, что мы же выполняем социальную защиту. И таких манипуляций, таких финтов очень много в законодательном процессе. 3-4 пункта, которые, по вашему мнению, важно проработать еще дополнительно. Еще проблема жилья. Вот вопрос жилья тоже для инвалидов немаловажен. Вот есть скрытая дискриминация, особенно для женщин с инвалидностью. Обычно женщинам с инвалидностью, ну, если брать 100%, 70% не выходят замуж. Найти пару очень тяжело. И она обычно остается в семье родителей. Родители умирают, значит, старший сын теперь в семье главенствует. То есть она теперь находится в семье этого старшего сына. На попечительстве. На попечительстве. И чтобы ее не упрекали, что она там живет, кушает и так далее, ей приходится воспитывать детей, снохи, как они называются, невестка, жена брата, и быть посудомойкой. Или шить там что-то. Это скрытая эксплуатация труда. Это рабство. Они за племянниками смотрят, племянников воспитывают. А потом выясняется, что пришло время замуж выходить. Они хотят тоже замуж. Их замуж никто не берет, потому что они необразованные. Или уже их надо отдавать в такую семью за такого человека с инвалидностью, который даже ползать не умеет. А почему она вынуждена это делать? А потому что у нее жилья нет, куда бы она могла пойти. Потому что у нас нет центра независимой жизни для лиц с инвалидностью. Во всех странах такие центры существуют. Что такое центр независимой жизни? Независимый от кого? Именно независимый от опеки, где бы лиц с инвалидностью могли бы подготавливать к самообслуживанию. Как-то ко мне обратилась молодая девушка из богатой семьи, незрячая. Она говорит: я устала от гиперопеки, мне не дают даже погладить. Я хочу как девушка погладить там, я хочу как девушка там приготовить что-то. Нет, ты обожжешься, тебе гиперопека. А вот я когда был в Японии на стажировке, там вот есть такие центры независимой жизни инвалидов, и там лицам с инвалидностью выделяют на 6 месяцев комнату. И он ее заполняет своей мебелью, которая ему нравится. В этой комнате есть газовая плита, только холодильник. И вот 6 месяцев человек с инвалидностью учится самостоятельно жить от опеки. Без родителей, без ничего, чтобы самостоятельно подготовиться к жизни. Вот такие центры независимой жизни есть во всех странах. Я считаю, что у нас в Узбекистане в качестве эксперимента можно сделать было бы
такие центры независимой жизни в Ташкенте, в Республике Каракалпакстан. И там бы, помимо вот этих комнат, можно было бы организовать и спортсооружения, да, и обучение вождению автомобилем, школу автомобилей. У нас раньше в Советском Союзе была в Черчаке, в городе Черчаке, автошкола для лиц с инвалидностью. Туда приезжали со всех областей лица с инвалидностью, жили там 3-4 месяца, обучались и получали права. Теперь этого центра нету с 90-х годов. И человек с инвалидностью даже не может обучиться на права. Он идет в автошколу в Атам-Парват, а они говорят, а у нас нету для вождения автомобиля с ручным управлением. Мы не можем тебя обучить. Что ему нужно делать? Ему нужно взять $200, дать и купить права. Другого выхода нет. Нет такого центра, надо его восстанавливать. Это тоже немаловажно и жизненно необходимо. Чем ездить. Сейчас, понимаете, на дорогах очень много водителей с лиц с инвалидностью, которые на самом деле не обучались. А это создает аварийную ситуацию. Конечно, конечно. Этот момент тоже. И что касается социального жилья. У нас в законе о правах лиц с инвалидностью записано, что лицам с инвалидностью выдается льготная ипотека или же социальное жилье. Что такое социальное жилье? Это жилье, которое находится на балансе государства, которое тебе выдается до конца твоей жизни. Бесплатно. Вот такое социальное жилье, я думаю, должно быть строиться. Каким образом? Вот, к примеру, вы застройщик. Вам выделили хорошую землю в городе Ташкенте. Вы строите, допустим, 9-этажное здание. 10% этих квартир, которые вы строите, вы должны дать хакимиату в качестве социального жилья. Это вот социальный бизнес. Ну, как это работает в других странах? В других странах, да. Вот вам и обеспечение. Здесь государство не тратит ни копейки. Мы это предлагаем. Застройщик должен нести социальную ответственность. Почему? Потому что он взял народную землю, которая принадлежит и тому же инвалиду. Он тоже собственник этой земли. Если это народная, и если он часть народа, тогда дайте 10%. И это приучило бы к социальному бизнесу бизнесменов и социальной ответственности. Если даже, так скажем, выстроить пирамиду по важности, так скажем, да, какие основные проблемы существуют? Мне кажется, первое – это отношенческие все-таки барьеры. Как люди сами с инвалидностью, правозащитники говорят, самый главный пандус, он должен быть у тебя в голове. Когда отношенческие барьеры будут, это будет и доступность тоже, да? Потому что люди начнут создавать что-то. Отношение-то поменяется. В конце еще бы один очень важный момент – недопредставленность, наверное, да? В основном все-таки везде, как и в Узбекистане, политические решения принимаются госорганами. Госорганы принимают решения, касающиеся вопросов людей с инвалидностью. Депутаты принимают законы, касающиеся людей с инвалидностью. И это классно, что это стало трендом благодаря президенту, муссированию этой темы. Но задаю очень часто такой вопрос: а сколько людей с инвалидностью работают в госорганах власти? А есть ли депутаты в Али-Маджлисе? Вот, вы знаете, нет у нас депутата в Али-Маджлисе с инвалидностью. Если нет депутата в Али-Маджлисе с инвалидностью, а кто будет артикулировать и агрегировать их требования, да, выставлять, выдвигать их требования? Конечно. Ведь он должен говорить об этом. Например, скажем, в Российской Думе, я не знаю, 6 или 7 таких депутатов. Вот в Киргизстане я знаю одного незрячего депутата. Да? По сути, это оторванность от предмета, правильно понимаю? То есть люди, которые незрячие, они вряд ли смогут точно описать то, что необходимо. Те, которые ходят, они вряд ли смогут описать проблемы ходящих. Это с теми же колясками, с теми же самыми тростями. Да. Кто озвучивает эти проблемы? Если мы хотим, я иногда думаю, что если мы хотим менять ситуацию на системном уровне, то все-таки мы должны обратить внимание на такой вопрос, как политическое участие. Потому что если люди с инвалидностью не будут в политике, не будут озвучивать в верхах, мы озвучиваем, общественные организации озвучивают. Но насколько это иногда бывает серьезно, насколько нет, по-разному. Но нас слышат. В последнее время нас слышат. Но если люди с инвалидностью также будут представлены, скажем, в политике,
как законодательной власти, в исполнительной власти, да, мы можем более говорить о том, что настают системные преобразования в этой области. Какие основные сложности у вас в работе общества женщин-инвалидов сейчас уже? Вот то, что нас не хочет признавать местная власть. Вот законы пишутся замечательные, и все такое, и подзаконные акты, но это вот где-то там. А вот мы себя ощущаем где-то вот там. Вот не хочет нас знать хакимият, и все. Правда, нам дали помещение, которое мы отремонтировали, но мы как на вулкане всегда, потому что мы не знаем, а вдруг заберут у нас, потому что такое уже было несколько раз. Но сейчас мы такой хороший ремонт сделали, и нам поверили, фонд Евразия нам поверили, что это будет наше помещение навсегда. Что я сказала своим ребятам: вот, не дай бог, кто-то вздумает забрать, только через мой труп. И они говорят: мы вас поддерживаем. Не хочет признавать, что вы имеете в виду? Ну вот, видите, элементарное, предоставить нам списки, помочь нам найти людей с инвалидностью, даже этого не хотят сделать. То есть вы занимаетесь этим, да? Вот мы сколько уже существуем, ни разу у нас в офисе не были представители хакимията. Занято, наверное? Наверное, занято. Дороги у вас здесь такие хорошие, ремонтируют. Дороги ремонтируют. Я все время еду и думаю, сейчас подвеска отвалится, сейчас подвеска отвалится. Ну, ничего, пока езжу.